Всем доброго дня, меня зовут Надежда, я рада приветствовать вас у себя на канале и в очередном нашем видео. Сегодня у меня видео чисто болтательное, в котором я буду готовить и болтать, показывать, чем я занимаюсь в обычной жизни. Сегодня у меня выходной, покажу, как он проходит, что делаю, чем занимаюсь, возможно, озвучу какие-то свои мысли. В общем, если вам интересны такие ролики бытового характера, разговорного в плане готовки, кулинарии и прочего, оставайтесь, конечно же, со мной и продолжайте смотреть. Также хочу вас пригласить на два других моих канала, которые также существуют на YouTube, и один канал на Дзене. На Дзене я вяжу и готовлю, ссылка будет в описании в инфобоксе, и два канала на YouTube. Один из них рукодельный, где я занимаюсь своим хобби, это вязание, показываю готовые работы, мастер-классы, обучалки и прочее, все, что связано с вязанием. Там же есть у меня обзоры покупок для рукоделия, пряжи и всего остального. И второй канал на YouTube связан с компанией Faberlic, все, что связано с косметикой. Там только вышло пока два ролика, но они будут пополняться. Так что, кому интересна и данная тематика в том числе, все полезные ссылочки для вас будут в инфобоксе. Ну, а сегодня у меня болтовлог, что называется, кулинария, готовка, мои домашние дела. Что поехали смотреть, кому это интересно. Начну сегодня с банальщины. Выходила вот только в магазин, покажу, что купила. Но обычный набор продуктов, таких для обеда, завтрака, ужина, для кому нравится. Сахар килограмм обычный, кукуруза нежно. Взяла на пробу, не брала ни разу, 340 грамм. Хочу сделать салат, давно не делала, с кукурузой и крабовых палочек. Майонез оливковый. Дальше крабовые палочки, вот такие эконом-маркет, здесь 500 грамм, стоили что-то порядка 4 белорусских рублей. Ну, то есть мне хватит вполне на два салата. Половину сейчас использую, половину отправлю, наверное, в морозильник, потом в морозильную камеру. Лишними не будет. Дальше 2 рулона обычной туалетной бумаги. Покупаю в последнее время обычную, не вижу смысла переплачивать. Иногда хочется побаловаться, беру белую, ну так, изредка. Дальше салями ореховая. Да, она куриная, но тем не менее на бутерброды с утра довольно вкусно. Хлеб-батон, хлеб такой вояж, кирпичиком, предпочитаю его больше. И хлеб тостовый. У меня больше ест белый хлеб и дочка. XXL упаковка. Хлеб тостовый, нарезанный, светлый, даже не белый, как бы она берет на тосты, да, 500 грамм весом. Вот так вот выглядит. Ей нравится. Я к нему равнодушна, она тосты делает себе, дочка, в смысле. Дальше обычный пакет сметаны 400 грамм, 25%, вкусная ложка, 400 грамм. Дальше пакетик для кошки корма побаловать, ей вискас такой, лосось желе, паштет она не ест. Избалованная киса у нас, да, поэтому обычно я сухой корм, но в этот раз взяла ей побаловаться, такую штучку. Дальше 2 сырка Альпенгольд, довольно вкусная вещь, с ванилином и с какао, и это для дочки. И себе взяла вот такой вот снежок, минская марка с желейкой и маком. Мне нравится. Примерно за все отдала где-то около 45 белорусских рублей. И опять помидоры. Собираюсь сделать кетчуп по своему же рецепту. Если не забуду, оставлю ссылку в инфобоксе. Да, томатов, помидоров или помидор. Я не филолог, можете бросаться в меня тапками. Их в этом году много. Как я говорю, не знаешь, что из них приготовить, делай кетчуп. У меня небольшое экспресс-включение. Хочу показать, как выглядит кетчуп, когда он тушится. Посмотрите, он густой-густой. Я еще немножечко потушу его, чтобы вот эта вот жидкость сверху выпарилась. Помою баночки свои и закручу. У меня параллельно варятся яйца. Сейчас хочу делать крабовый салатик. Вот так это выглядит при тушении. Получается нереально вкусно. Вот серьезно. Уже делаю вторую или третью порцию за сезон. Пробуйте. Вам очень понравится, я думаю. Кетчуп с корицей. Вот для любителей корицы и гвоздики вообще зачетно. Корицу можно заменить гвоздикой, либо наоборот. Ну, а я сейчас буду делать салатик. Яйца у меня же сварены. Палочки я располовиню, майонез, кукуруза. В последнее время рис не ложу вообще, совсем в крабовые палочки.
перешла на свежую зелень, да, или зелень, или вот огурцы. Сегодня я достану попозже с холодильника свежие огурцы и зелень, наверное. Может быть, даже зелень доставать не буду. Нет. Сегодня обойдусь, наверное, просто свежим огурцом. Последнее время подсела именно на такие вот салаты, в которые не добавляется рис. Если мы раньше по старинке риса ложили, да побольше, в целых экономии, наверное, ну, да не наверное, а да, то сейчас я немножечко от этого отошла. Сейчас хочется больше чего-то свежего, особенно в сезон овощей. Да, в такой салатик можно положить и капусту, кстати, да. Вот в данный состав особенно мне нравится пекинская. Ну, в принципе, можно и обычную, если вам нравится, тоже дело вкуса. Отошла на самом деле от риса в салатах и делаю так. Так что берите на вооружение, если тоже не очень любите рис и все остальное. Берите на вооружение этот приемчик, будет очень вкусно. Именно с огурчиком или с капустой, или с свежей зеленью сделать такой салатик. В принципе, огурец со свежей зеленью можно добавить и то, тоже будет очень вкусно. Правда. Ну что ж, я буду стругать дальше. Попозже еще к вам подключусь. В общем и целом остановилась на том, что добавила свежий огурец. Это очень вкусно, попробуйте. Я думаю, что вам понравится. Приятного аппетита, если вы тоже кушаете. Ну и, как всегда, моя боль – это глажка. Стоит у меня такая культурная стопочка с бельем. Там дальше, в той стороне, получается, трикотажные вещи, это кофточки. Их утюжить не надо. Здесь постельная, а здесь одежда. Знаю, сейчас закидают меня народ тапками, что многие сейчас не утюжат, но вот до чертиков обожаю глаженное белье. Вот прям до ужаса. Иногда бывает, что уснуть не могу. Сейчас вот буду заниматься этой глажкой, да. Пишите комментарии, утюжите вы или нет. И я смысл вижу, честно. Вот особенно в глажке постельного белья. Есть вещи, которые не мнущиеся, я их просто сложу. Но в основном буду утюжить. На сегодня, на вечер мой дружок будет утюжок. Ну что ж, друзья мои, сегодня у нас уже день следующий. Вчера больше не подключалась, поскольку мне в руки попал утюг, да. И пока я все это переутюжила, одела, люблю, да, утюженное белье. Рассказывала, что делаю сейчас. Буду варить красный борщ. Должна приехать дочка с учебы. Просила красного. Буду делать грибной на грибах, такой типа постный. Капуста свекла, красный борщ. Добавляю капусту немножечко. Лук, морковка, в общем, картошка. Ну, сами все увидите, что я буду делать. Вчера уже не подключалась. Повторюсь, что пока все это переутюжила, доутюжила. В общем, затык у меня такой заглаженным бельем. Я к посуде в раковине, наверное, в мойке отношусь проще, чем к мятым простыням. Ну, у каждой, наверное, свой затык. Что еще вчера делала? Чистила санузлы, мыла полы. В общем, выходной, скажем так, от работы был совсем, по большому счету, не выходным, а рабочим днем дома, как некоторые говорят, вторая смена. Но, по сути, на самом деле немножечко что-то в этом есть, потому что, как бы там ни говорили, что у нас там 21 век на дворе, и женщине сегодня возиться по хозяйству с готовкой, с уборкой, там совсем, а что там машинка постирает и так далее, да, но тем не менее, на это уходит зачастую целый день, особенно когда ты работаешь, да, работаешь по сменам, и на тяжелой, такой довольно тяжелой для женщин работе, на самом деле вот эти вот высказывания, они не то чтобы удивляют, да и удивляют тоже, и они дико бесят на самом-то деле, потому что такое ощущение, что говорят это. И слышала подобное высказывание не только от мужчин, но и от женщин, да, особенно старшего поколения. Сейчас расскажу немножко почему, да. Вот мы раньше работали, да и вот мужчины часто тоже говорят, но тем не менее, ой, что ты там сильно делала? Ой, машинка постирала, посудомойка там тебе посуду помыла. У меня, кстати, посудомойки нет, моего вручную, но тем не менее. Робот-пылесос тебе условно помыл полы.
Не у всех есть робот-пылесос. И, кстати, от тех, у кого он есть, мнения на самом деле самые разные, потому что девчонки говорят, что вот эти вот углы сложные, да, где нужно подлезть, залезть, условно, он не моет робот-пылесос. У меня его нет, поэтому собственное мнение сказать не могу, но слышала такие отзывы. Ну, в общем, к чему я это все говорю, что типа, и что ты там сильно делаю? Перестаралась, да? На самом деле так. Хотя, я уже повторюсь, что если залезешь, начнешь все это делать с двумя, а делать домашние дела подразумевает под собой ручной труд. Да, я вот сейчас режу овощи, я могла, допустим, достать сейчас электротёрку нарезку свою, да, которая у меня в блендере. Ну, это опять же таки, она сама ко мне руки не прибежит, ее достань, собери, разбери, помой. Ну, то есть, ну просто что сейчас режу вручную, чтобы с вами поболтать, чтобы шум мотора не гудел, да. Но, тем не менее, да, достань, разбери, собери, помой. Если даже есть посудомойка, поставь ее туда. Ну, эти штуки друг с комментарием. Достань. То есть, к чему я это все говорю? Пока ручки не приложишь, никакая техника бытовая, которая облегчает. Бесспорно, она облегчает работу по дому, но пока не приложишь ручки, да, свои ножки тоже, пока не покупаешь в квартире, ничего к тебе в руки не прибежит и само вообще не сделается. Ну, если у вас другое какое-то мнение на этот счет, то, конечно, пишите в комментариях. Мы с вами поболтаем и обсудим, конечно. Ну, я это вижу так. И часто вот особенно, да и мужчины, и женщины говорят, что вот раньше наши родители, наши бабушки там делали все сами, не ныли, не плакали. Ну, друзья мои, давайте так. Поколение наших бабушек выросло в то время, когда мужчина реально был добытчиком. Да? Условно, как любят выражаться современные психологини, мамонта принес, да? Добывал еду, добывал там еще что-то, деньги какие-то, когда, ну, нужны были. Женщина же, правильно, да, раньше не было этой техники, которая есть сейчас. Но я смотрю по поколению своего окружения, допустим, женщина, она не работала в найме, то есть она работала дома, да, занималась какими-то своими домашними делами, детьми, семьей, мужем, да. Она не работала в найме за деньги. Давайте с этого начнем. И да, женщина занималась домашними делами, готовкой, стиркой, уборкой и прочее. А мужчина зарабатывал и приносил деньги в дом. Еду и прочее, прочее. Да? Сейчас же такого нет. Сейчас хотят свесить на женщину и домашние дела, и быт, и детей, и мужа, сыночку, корзиночку чью-то, да? И все это на одни женские руки. Справедливо? Я думаю, что нет. Что еще хотела сказать по этому поводу? Сейчас тенденция такова, что, то есть я же повторю, что свешивают на женщину абсолютно все. И еще хотят, чтобы она была женственной, легкой, красивой, не уставшей, всегда улыбающейся. Бывает такое в жизни? Расскажите мне, пожалуйста. Вот я, наверное, чего-то не в курсе. Что-то меня сегодня понесло на эту тему. Ну, короче. Реально ли сегодня, вот если все эти дела, домашние работы и детей, чертей, мужей и всех остальных свежих перед женщиной, ждать от нее легкости, чтобы она не уставала, чтобы она всегда улыбалась, следила за собой, успевала, да, заниматься своим хобби, ходить куда-то на фитнес, танцы и еще какой-нибудь такой ядерный хрень. Ну, не ядерный, а в общем, может быть, не о чем не говорить, да? И всегда оставаться легкой, веселой, жизнерадостной, улыбающейся. Кстати, я считаю, что улыбка 24/7 признак уже психического расстройства, вот по мне. И поскольку нормальный, адекватный человек, любой человек, независимо от пола, улыбаться 24/7 попросту не может. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Значит, что делаю сейчас? Овощи я отправила в сковородку.
и слегка их протушиваю именно для борща, для красного, вместе с капустой. Поставила картошку с грибами отвариваться. Грибы я заранее отварила, ну, до полуготовности. Сейчас вместе с картошкой поставила в кастрюльку. Вода еще не закипела. Овощи я сейчас подсолю, покажу даже вам чем. Подсела на одну штуку. Немножко присаливаю при тушении, а уже специи и все остальное, свежую зелень ложу, когда уже будет борщик сварен до полуготовности такой. Когда уже все смешаю в кастрюле, тогда уже добавляю специи и все остальное. Да, не могу не показать вам свою находку из Fix Price, чем подсаливаю сейчас и солю первое блюдо, и не только первое. Это вкусная соль, у меня их 2 баночки. Соль йодированная, одна с чесноком и зеленью, вторая идет тоже йодированная вкусная соль, 7 блюд. То есть она идет с пряными травами. Если вам нужен состав, делайте себе скриншот. Вот так выглядит зад. Это 7 блюд. Точнее, задняя сторона, неправильно выражаюсь. Это 7 блюд. И вот такая вот штукенция. Это с чесноком. И чем я говорила? Зеленью, да? У меня там скрипит дверь, заходит к нам кошка. Потому что дверь прикрывала, чтобы с вами болтаться. Скрипит немножко. В общем, если вам нужно, делайте себе скриншот. Покупала в нашем фикс-прайсе. Каждая баночка стоит 3 рубля. Да, это вот то, что я беру в фикс-прайсе. Да, в обычных городских магазинах я такой штуки не видела. Если вы видели, напишите мне, в каких и где. Просто у нас в городе не все магазины сетевые есть продуктовые, поэтому как-то так. Штука реально находка. Вот именно ей, вот этой вот 7 блюд, я буду подсаливать овощи для борща. Ну, наверное, на сегодня буду с вами болтать, закругляться. Вчера, да, в кадре вы могли видеть кетчуп. У меня на выхлопе получилось 4 баночки из порции, которые я вчера готовила. Он уже у меня остыл, и можно прятать в шкафчик. Храню дома, ничего с ним не случается. Как бы вполне себе имеет место быть. Нет у нас подвалов, не предусмотрено, поэтому так. Мне еще сегодня во вторую смену на работу, сейчас доварю борщик, помою посуду, все как обычно. И убегу на работу во вторую смену. Смена у меня начинается с 3 часов, поэтому в 2 часа у меня автобус, и, соответственно, где-то без 20 я ухожу. Поэтому времени осталось немножечко, чуть-чуть. А вот эти соли берите на заметку, классная вещь. С зеленью и чесноком я солю, допустим, когда делаю жареную картошку, например, мне очень нравится. Или добавляю даже, когда делаю дряники, подсаливаю, то есть вещь. Берите на заметку. Ну что ж, у меня на сегодня все. Спасибо, что были со мной. И пока-пока, до новых видео.